Всем привет! С вами Валерий Казаков и замечательная задачка из США, экзамен за 9 класс. Дан треугольник АБЦ со сторонами 7, 8 и 9. В него вписана окружность и проведен отрезок касательный ДЕ. Требуется найти периметр треугольника АДЕ. Не перепутайте, не площадь, а периметр. Красивая задача, красивое решение в одну строку и шикарный ответ. Вы получите удовольствие. А мы начинаем. Итак, один зритель написал, что в США, по его мнению, там геометрия изучается очень серьезно, прекрасные учебники. Учебники прекрасные, большие, толстые, тяжелые, красочные, но в основном алгебра и начало анализа. Геометрия там слабовато представлена. Вот мне перед Новым годом подарили, привезли книжку из Лондона, из Англии. Вторая ступень, высшая школа, повышенный уровень. Может, что-то мы из нее решим. Геометрии там довольно мало. Итак, я напоминаю, что дано. BC 7, АБ 8, АС 9. И требуется найти периметр треугольника АДЕ. Напишу периметр треугольника АДЕ нам предстоит найти и разобью эту задачку на две задачи. На две. Я вижу две конструкции. В треугольник АБЦ вписана окружность, и в угол А вписана окружность и проведен отрезок касательный. Эти задачки очень простые, вы их знаете, мы их решали, вообще говоря, много раз, но они помогут вот решить нашу задачку очень быстро, очень просто. Посмотрите, первая задача. В окружность вписан угол, проведен отрезок касательный, и спрашивается, как периметр связан с отрезками касательных АМ и АК. Да это же просто, вы скажете, вчерашняя задача. Да, действительно, мы там доказали во вчерашней задаче, ссылочку я прикреплю, что периметр треугольника равен сумме длин этих отрезков АМ и АК, которые, естественно, равны между собой. Ну, для тех зрителей, кто не смотрел ролик, кто, может быть, в первый раз на канале, мы скажем, что обозначим точку касания окружности из стороны ДЕ буквой F, и отрезки ДК и ДФ равны, как отрезки касательных, проведенных из точки D. Повернем отрезок ДФ так, чтобы он совпал с отрезком ДК. Точно так отрезки ЕФ и ЕМ равны. Повернем ЕФ отрезочек, чтобы он совпал с отрезком ЕМ. Тогда весь периметр развернется и будет равен сумме длин отрезков АМ и АК. То, что мы, собственно говоря, и написали. Итак, вторая задачка такая. В треугольник АБЦ вписана окружность. Стороны треугольника равны А маленькая, Б маленькая и С маленькая. Требуется найти длины отрезков, на которые точки касания делят каждую сторону. То есть выразить их через А, Б и С. Мы знаем, что отрезки касательных, проведенных из одной точки, равны. АМ равно АК. Обозначим эти отрезки X и X. Точно так БК и БН равны, обозначим их Y и Y, и третью пару отрезков CN и CM обозначим Z и Z. Оказывается, чтобы найти АМ плюс АК, то есть удвоенный отрезок X, АМ плюс АК, достаточно сложить стороны АБ и АС и вычесть сторону БС. То есть КБ, прибавить АС и вычесть БС. Мы получим, к примеру, что АБ это X плюс Y, АС это X плюс Z, ну и вычитаем BC, которая Y плюс Z. Ну все, осталось раскрыть скобки и убедиться, что действительно АМ плюс АК равно X плюс X, то есть 2X, то есть действительно АМ плюс АК равно АБ плюс АС минус BC. Ну тогда один отрезок X, вот это уже такая информация интересная, будет равен B плюс C минус А, деленное на 2. Или после упрощения P маленькое, полупериметр, минус А. Ну, возможно, вот это олимпиадникам информация здорово пригодится. Итак, теперь к решению нашей задачи. Я обещал в одну строку. Я постараюсь уложиться. Итак, точки касания К и М обозначаем и записываем. Периметр
треугольника АДЕ. АДЕ. По задачке номер 1 чему равен АМ плюс АК? АМ плюс АК. Ладно. По задачке номер 2 АМ плюс АК равно АБ плюс АС минус БС. АБ плюс АС минус БС. Минус БС. То есть 8 плюс 9 минус 7. 8 плюс 9 минус 7. И это равно 10. Шикарный ответ, шикарное решение, шикарная задача. Но это на мой взгляд. Если вам тоже понравилось, ну, конечно, поставьте тогда уже лайки. Я напомню, что у нас есть еще с вами одна домашняя задачка, которую я рассмотрю завтра. Ну, для тех, кто не смотрит постоянно наши ролики, может, это будет и интересно. Дан треугольник со сторонами 13, 14, 15. И вот окружность некая касается стороны длины 14 и продолжений сторон 13 и 15. Нужно найти радиус этой окружности. Вот R со значком А нужно найти. Итак, стороны 13, 14 и 15. Нужно найти R со значком А этой окружности, естественно, без всяких готовых формул. С формулами, ну, любой же может найти. Эти формулы есть не во всех учебниках, поэтому ими, возможно, нельзя пользоваться на экзамене, там, на ЕГЭ, на ЦТ, на ЗНО и так далее. Нужно решать. Ну все, я с вами прощаюсь. До новых встреч. Всего хорошего. С вами был Валерий Казаков. Пока.